Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я ведущая и создатель этого канала Екатерина Вародик. Сегодня до самого вечера я думала, что выпуск у меня, не то чтобы не получится, но записывать будет не о чем, потому что сегодня был такой день, в который не то чтобы не было сил чего-то делать, вообще не было сил существовать. Пожалуй, свое состояние я бы лучше всего описала как амеба обыкновенная, бессильная, лежащая тряпочкой на кровати. Но, как ни странно, к вечеру совершенно чудесным образом все изменилось. Сейчас я вам расскажу, каким образом. Но сначала все-таки об одне, моем одне. Почему? Потому что это дневник. Соответственно, в разные дни, разные минуты я проживаю самые разные эмоции, и о них рассказываю совершенно честно. Потому что каждый из нас другой, кому-то, может быть, поможет описание того, как я плачу, а кому-то, наоборот, описание того, чему я радуюсь. И вот сегодня я в таком амебистом состоянии пребывала достаточно долго, и, буквально угрызения совести, собственно, меня заставили к вечеру встать, открыть глаза, потому что, это, знаете, у нас перемена погоды безумная, то есть ночью 10 градусов сегодня, а завтра днем будет уже 35. Мой организм мне высказал все, что он думает по этому поводу, и не только высказал, но и показал. То есть мне была головная боль, у меня была слабость, все 33 удовольствия. Но к вечеру не то чтобы стало лучше, но я как-то почувствовала, что надо бы хотя бы со своими сходить поужинать. Вот соскребла себя вот так, знаете, вот по кусочкам в нечто, что было способно двигаться, и поплелась вместе со всеми на ужин. Мы Джека планировали не брать, потому что иногда он с удовольствием остается дома, но сегодня он показал нам всячески, что он не намерен дома оставаться, и мы его взяли с собой. И он всю нашу дорогу до ресторана, до которого идти, наверное, минут 15, то есть мы в тот же ресторан пошли, в который ходили позавчера горами. Теперь мы узнали короткие маршруты, шли вдоль реки. И Джек показал нам все свои фирменные приемы. Типа, первый прием, это называется «бежим зигзагом», так, чтобы мой хозяин растерял все собранные калории. Это обычно он делает с мужем, а также с сыном. Вот, то есть, вот знаете, вот конкретный зигзаг с одного края дороги до другого, с одного дерева до другого, желательно запутываясь в этих деревьях. Потом он изобразил свой любимый трюк, запутывая маму в поводок, чтобы она точно никуда не делась. В общем, и причем он при этом скакал как скакун, знаете, вот такая вижла, она длинноногая, он так, значит, так вот скачет, язык на плече. В общем, полные штаны удовольствия. Потом мы пришли в ресторане он тоже сидел под столом, периодически подгавкивая на собак. То есть, в общем, ничего интересного. И вот я прихожу домой и понимаю, что, конечно, я могу рассказать вам историю о Джеке, но как бы это не очень вписывается в тематику канала, и люди вряд ли приходят за Джеком ко мне. И вот тут меня спасло то, о чем я говорю все время, что человеку нужен человек. Что мы с вами не просто канал односторонний, в котором я что-то говорю, мы с вами сообщество, и мы с вами друг другу помогаем, поддерживаем, даем костыли, помогаем, поддерживаем, подбадриваем и всякое такое. И вот получилось... Да, кстати, еще забыла вечером, очень интересный момент. Вечером пришел Саша, и несмотря на мое такое косое состояние, он решил меня учить тому, как нужно оформлять обложки в специальной дизайнерской программе. И у меня даже очень хорошо получалось, и я поняла, что как раз к тому времени, когда мне придется покидать мир сей, для того, чтобы встретиться с Ваней в другом мире, я освою профессию дизайнера, но, к сожалению, поздно. И тут же я вспомнила, знаете, анекдот такой есть. Терапевт все знает, но ничего не умеет. Хирург все умеет, но ничего не знает. А патологоанатом все знает и все умеет, но поздно. Вот приблизительно таким образом я себя ощущала, когда осваивала премудрости этой дизайнерской программы. Но, тем не менее, тоже относится к моему дню. И вот вечером, после того, как Саша удалился довольный, и я, собственно, была тоже очень довольна, вдруг появилось вот это вот чудо. Конкретно одна из моих зрительниц и подписчиц, я о ней уже говорила, она меня вдохновляет очень часто,
мама моих детей, которые ходили ко мне в церковную школу уже очень давно, потом они переехали в другую страну, она мне оставляет обычно видеозаписи. Я их с огромным удовольствием слушаю, потому что это родной голос, это родные эмоции, с ними связь я держала ментальную, такую, духовную такую в течение всего времени. И она мне рассказывает: помнишь, Катя, ты рассказывала на уроке в церковной школе вот эту притчу. И тут я с ужасом понимаю, что я вообще не помню, что это за притча. То есть, прошло 10 лет, я разные притчи рассказывала, вот конкретно эту притчу я не помнила. И она мне говорит: Кать, слушай, я ей написала честно об этом, Наташа, и ты меня извини, не помню, напомни. Она говорит: в интернете полно, найдешь. Я действительно нашла эту притчу и поняла, даже вспомнила, как я ее рассказывала. Конкретно сейчас там много вариантов, сейчас уже много всего сделано, и клипы всякие, и то все. Но тут я нашла даже ту запись, с которой я когда-то рассказывала эту притчу и даже показывала детям. В общем, эта притча, она прям очень подходит к тематике нашего канала. Я эту притчу вам позволю себе пересказать. Вы потом можете ее найти в интернете, но учтите, это будет вольный пересказ. То есть я не записывала, не делала записок, просто говорю, как помню. Два младенца разговаривают в утробе беременной мамы, то есть близнецы. Один спрашивает: слушай, ты веришь в жизнь после родов? Тот говорит: конечно, верю. А как же? Я верю, что после родов мы попадем в совершенно другой мир. Первый говорит: слушай, а вот я в это совершенно не верю. Мы с тобой ничего другого не видели, мы живем вот в этом мире, нам здесь хорошо. Я никого не видел, чтобы кто-то с того мира вернулся, поэтому у меня никаких доказательств того, что вообще другой мир существует. Поэтому я верю в этот мир. А тот говорит: вот как ты считаешь, каким он может быть? Второй говорит: слушай, у меня тоже нет каких-то прямых доказательств и картинок перед глазами, но мне кажется, что этот мир будет такой, в нем будет больше света, больше пространства, больше радости. А самое главное, мы там сможем познакомиться с мамой. Первый его спрашивает: а ты что, веришь в маму? Мы же ее никогда не видели. Он говорит: слушай, конечно, я верю в маму. Мама – это то, без чего мы бы с тобой не могли существовать. Она поддерживает нас, она вокруг нас, она окружает нас. Именно она дает нам все, что нам нужно для жизни. И мне кажется, говорит второй, что когда мы с тобой окажемся в том другом мире, мы сможем общаться с мамой, видеть ее и даже есть через рот. Тот говорит: фу, какую чушь ты говоришь. У нас вот здесь есть пуповина, она нас прекрасно кормит. И всякие вот эти твои измышления по поводу кормления еды через рот и мамы, это вообще как-то все совершенно ни в какие ворота не лезет. Я маму эту не видела, не слышала, и никто ее не видел, не слышал. Второй говорит: как же, если вокруг становится совершенно тихо, то иногда можно услышать, как мама поет. И иногда можно даже услышать, как она гладит наш с тобой мир. И притча, и он говорит: да, я, безусловно, верю в маму, и я верю, что наша жизнь начнется только там, потому что здесь мы для того, чтобы стать сильными и готовыми к тому, что нам потом предстоит. И вот притча, я немножко изменила, точного пересказа я не могла дать, я немножко изменила последовательность, но суть была в том, что задается вопрос потом уже зрителю а ты веришь в маму, в вечную жизнь? Вот знаете, вот я так подумала, что вот для меня эта притча, как ни странно, вы знаете, во-первых, даже не в притче дело, а дело в человеке. То есть вы представляете себе человек, который видел меня последний раз 10 лет тому назад, напоминает мне о том, что я сказала 10 лет назад. Он все это время хранил в своей памяти частичку меня, частичку моего голоса, потому что совершенно точно они помнят, как я это сказала. Они вспоминают эту притчу, и она, и ее дети. И вот это само по себе совершенно потрясающее просто ощущение, да, что ты живешь на самом деле не только в памяти своих близких, ты живешь в памяти других людей. И эти другие люди, они могут прийти тебе на помощь совершенно неожиданным образом. Вот как сегодня пришла эта женщина, совершенно не зная этого. И я дальше укрепляюсь в мысли, что вот этот канал вообще ни о чем нельзя говорить. Вот это мой.
ребенок, моя жизнь, мой канал, да. То есть такое ощущение, что мы все очень здорово взаимосвязаны. Бог дает нам ребенка. Я вместе с мужем, со всем окружающим, со всей окружающей нас семьей, со всем обществом, мы его воспитываем. Это временный дар, которым мы пользуемся и которым мы наслаждаемся. Но этот дар могут у нас забрать, как вот произошло в моем случае. Точно так же, когда мы говорим, это мой дом, опять же, дом, приобретенный, вероятнее всего, с помощью близких, с помощью мужа, с помощью родителей, мира, который вокруг нас. И мы на самом деле не можем определить, до какого времени этот дом будет нашим. И вот та же самая история с каналом. То есть канал перестал быть моим дневником. Это то, о чем я всегда мечтаю, и то, в чем, пожалуй, моя сила, в том, что я умею создавать сообщество. То есть это не то, чтобы я это умела лучше всех, я просто это умею, как базовая такая, насколько я это умею сказать, могут другие. Но вот есть церковная школа, есть клуб, есть галерея, и вот везде ощущение такой большой семьи. И вот здесь у меня с вами сейчас тоже такое ощущение, что это такое сообщество, которое существует вместе, рука об руку. И вот то, что вы мне пишете, я всегда вас прошу писать мне, действительно ставить комментарии, ставить лайки, не просто потому, чтобы сказать о своей истории, что, безусловно, безумно важно. Вот я вам доказываю только сегодня как раз этот момент, что мне это очень помогает, меня это очень подбадривает, но также это помогает продвигать каналы. Люди, которые не знали ничего, они могут обо мне, об этом канале, о нашем сообществе, они могут получить здесь утешение. И получается, что это такая очень действенная работа. И всегда, вот мы говорим, человеку нужен человек. Мы с вами нужны друг другу. Никуда от этого не денешься. И вот эта ответственность, которая у меня, например, по отношению вот к этому каналу, она ответственность уже не только перед самой собой, она ответственность и перед вами, не потому что вы от меня чего-то требуете, а потому что мы с вами вместе. Потому что мы с вами друг другу рассказываем о том, каково нам. Кто-то говорит о том, что он не может смириться со смертью ребенка там 8 лет, 6 лет, 3 года. И это неплохо, это то, как есть. То есть в нашем сообществе нет понятий хорошо или плохо, нет понятий ты прав, а ты не прав. Мы с вами, каждый из нас прав, и каждый из нас живет так, как может, каждый из нас переносит потерю, как может. Но мы можем друг на друга повлиять и помочь друг другу эту потерю переносить, может быть, немножко полегче. Хотя бы если вам даже на 10 минут передачи вот этой, передачи, да, видео моего, станет хоть чуть-чуть полегче, вы немножко отвлечетесь от каких-то мыслей, то это очень здорово уже. Потому что на самом деле я по себе могу сказать, что общение с вами, то, что я отвечаю на комментарии, то, что я с кем-то созваниваюсь, что я планирую, с кем я хочу вас познакомить, это очень здорово меня отвлекает и улучшает мое состояние даже лучше, чем, скажем, просто выплакаться. Да, я, безусловно, вот увидите портрет Вани, я купила сегодня даже, вернее, Саша с Настей мне купили цветы, потому что я не могла здесь нигде найти. Ну, в центре туристическом нет цветочных магазинов, они мне где-то раздобыли цветы, купили, за что им очень благодарна. Вот, я с Ваней разговариваю каждый вечер, я прошу его, если он может, помолиться за нас, за всех, я молюсь за вас, за всех. Это так здорово, ребята. Вот со всем тем ужасом, который нас окружает, это какая-то такая частичка счастья, частичка радости, которая нам осталась. Потому что мы-то живем, нас с вами оставили здесь пока. И нам надо это как-то использовать, как мне кажется. Вот. Но это я вам, по-моему, уже всю голову задурила этими своими фразами. Но на самом деле это действительно так, как я чувствую. Вот. Так что Бог нас не оставляет, на самом деле, без утешения. Иногда Он посылает людей, иногда Он посылает ситуации, иногда Он посылает память какую-то. То есть мы никогда не знаем, в какой форме мы получим знак, помощь. Нужно только очень внимательно смотреть по сторонам. И вот если возвращаться к притче, то наши с вами дети, они уже родились. Они уже прошли через роды, они убедились в том, что жизнь, кроме того места, где они были, существует на самом деле. Там они увидели свет, простор, свободу, здоровье, любовь. Они уже узнали, а нам это с вами только предстоит. И пока мы живем по эту сторону,
мы живем. Мы становимся сильными и готовим себя к тому, что должно с нами произойти. Дорогие мои, я вас очень люблю. Держитесь, мои хорошие. Давайте все вместе держаться за руки, помнить друг о друге. Знаете, как вот друг друга обнимают в круг, встают и говорят: ребята, мы вместе, и вместе мы точно прорвемся. Спокойной вам ночи, мои дорогие, или доброго утра, или хорошего дня. Мы с вами останемся здесь все время. Всего вам хорошего.